Спасибо вам за то, что помогаете мне распространять знания о сущностном влиянии. Надеюсь, что вы получили массу положительных эмоций от просмотра этого видео. Уверен, что как вы сами, так и те, кому вы передаете эти знания, извлекут для себя огромную пользу и выгоду. Сегодня у меня для вас есть кое-что очень интересное, своего рода продолжение того, о чем мы беседовали ранее. Сегодняшнее занятие поможет вам разобраться в таком вопросе, как приобретение классных, столь желанных и притягательных материальных благ. Напоминаю, в нашей предыдущей встрече мы говорили о том, что такое обычный рабочий день для человека, который владеет технологией существенного влияния. Так вот, сегодня мы сделаем шаг к осуществлению мечты о качественной лучшей жизни и о вашем будущем прекрасном доме. Также увидим, как воплотить мечту о новом классном автомобиле, поговорим о том, как сделать апгрейд всей вашей жизни. Для этого в начале упражнения мы определим максимально точно, на какой, собственно, уровень потребления мы претендуем, а потом вместе создадим простой и понятный план действий, который поможет его достичь. Для начала давайте отправимся в небольшую автомобильную прогулку. Окей, ну вот мы в пути. Итак, чтобы начать какой-то бизнес, нужно сделать первый шаг. Конечно, для меня первый шаг заключался в том, чтобы уйти с прежней работы. Я был агентом по продаже автомобилей, ходил по домам, предлагая купить авто в кредит. Этот вид деятельности стал мне неинтересен. Мысли, которые мне тогда приходили в голову, наверное, были те же, что у большинства других в аналогичной ситуации. «Эй, парень, ты можешь зарабатывать гораздо больше», — говорил я себе, «и ты сможешь покупать себе реально клевые, крутые вещи». Но тут есть одно «но». Мы понимаем, что хотим жить в окружении классных вещей, но забываем, что сначала нужно выработать для себя правила игры, чтобы это получить. Из-за того, что мы не продумываем для себя такой план действий, все эти классные вещи так остаются навсегда недосягаемыми для нас. Итак, упражнение, которое мы проделаем в салоне этого устройства, неплохая обстановка для такой темы занятий, не правда ли? Это упражнение определит перечень этих классных материальных благ. Как правило, первое, что приходит нам на ум, когда мы продумываем план серьезного апгрейда своей жизни, это дом. У каждого из нас есть дом своей мечты. Да, многие люди мечтают о суперклассном доме, но я хочу, чтобы вы сейчас подумали о том, какой именно дом вам нужен. Какой точно дом вам нужен? Нужен ли вам традиционный дом в стиле фамильного родового гнезда? Или вы мечтаете об ультрасовременном бунгало на берегу моря? Только давайте сразу договоримся, охи, вздохи, типа, да, мне никогда такого не будет, оставляем в стороне, иначе наша поездка будет просто бесполезной тратой времени. Прислушайтесь к себе, проясните для себя абсолютно точно этот дом, о котором вы мечтаете. Что он из себя представляет? Опишите его на бумаге. Предположим, дом вашей мечты — это недвижимость семейного типа, этакое родовое гнездо. Ну кто бы отказался от такого? Предположим, что такое гнездышко стоит $3 миллиона. Конечно, у вас может получиться другая сумма, но давайте остановимся на $3 миллионов в нашем упражнении. Так, напротив надписи «Дом родовое гнездо», которое вы уже сделали, напишите $3 миллиона. Окей, с домом разобрались. Следующие классные вещи, которые мечтает большинство из нас, это автомобиль. Все хотят хорошую машину. Мужчины, конечно, мечтают об этом чаще. Итак, какова бы ни была машина вашей мечты, выпишите себе на бумаге ее название. Стереотип машины мечты — это Феррари. Большинство мечтает о ней, правда, купив ее, как правило, тут же начинают продавать. Могу вам сказать на основе собственного опыта, новая Феррари стоит около $235 тысяч.
Вы можете написать в своем списке тоже или любое другое авто, которое вам по душе, скажем, Porsche Turbo или Rolls-Royce, как тот, на котором мы едем сейчас. Кстати, я использую его с одной только целью – встречи своих клиентов и поездок с ними по окрестностям. Почему бы и не встретить в классном авто их, если они платят по 100 тысяч баксов? Итак, какова бы ни была машина вашей мечты, выпишите ее название себе на листе бумаги. Следующая вещь, которую логично было бы занести в наш список, это отдых. Конечно, когда начинается бизнес, приходится много работать. Но кому же понравится все время вкалывать-то? Я хочу, чтобы вы сейчас представили, каким может быть лучший отпуск в нашем понимании. Предположим, вы хотели бы взять свою подругу, друга, жену, семью с собой на отдых выходного дня. С кем вы хотите отдохнуть? Это, конечно, много значит. Скажем, вы хотите кому-то из близких, и это важно, кому именно. Сделать такой сюрприз. По моим прикидкам, отличный незабываемый тур на выходных, скажем, если лететь на курорт в частном самолете, может стоить 25-30 тысяч долларов. Это может быть короткий, но яркий и классный отдых. Да, за такой не жалко 30 тысяч, но одного отпуска в год явно недостаточно. Почему бы нам не уходить в отпуск раз в квартал? Получается, что мой годовой бюджет на отдых – это 4 раза по 30 тысяч. Итого 120 тысяч долларов получается. Теперь напишите свой годовой бюджет классного отдыха. On your list. So we'll put dream vacation down there, and then you write down what your annual vacation budget would be. And let's not skimp on this, because really, И давайте не будем экономить на этом. Отпуск – это когда вы перезаряжаете свои батарейки, когда вырываемся на волю из клеток городов, в которые мы все с вами заключены. Во время хорошего отдыха вам могут прийти на ум самые лучшие идеи о том, как развивать свой бизнес. Поэтому не экономьте на бюджете отдыха, наберитесь сил как следует. Итак, у вас есть годовой бюджет на отдых мечты. Так, теперь у вас есть дом мечты, машина мечты. Но вы же не хотите все время торчать в этом доме, занимаясь уборкой. Вам нужен помощник в доме. И давайте теперь прикинем, сколько может стоить уборщик, нанятый на постоянную работу в ваш дом. Я в Калифорнии, здесь все стоит больших денег. Здесь годовая зарплата помощника по хозяйству составляет 40 тысяч долларов в год. Выпишите свой бюджет на эти расходы. Кстати, а почему бы нам не нанять повара? Ведь ожидание обслуживания в ресторане отнимает так много времени. But wouldn't it be nice for those days you don't feel like cooking, but you don't want to go wait in line at a restaurant too? Why not have a personal chef? So let's determine what it would cost you. Давайте прикинем, во что это обойдется. Я люблю покушать. Хочу, чтобы у меня работал повар, который мог бы готовить еду для настоящих гурманов. I'm into all that like super healthy alternative eating kind of stuff. So I would like to have a gourmet raw food chef, you know, and I think that Я думаю, что на этих расходах нельзя экономить. Чем лучше еда, которую вы употребляли, тем выше продуктивность бизнеса. И тем вы счастливее в конечном итоге. Лично я бы не пожалел потратить 100 тысяч долларов на такого шеф-повара, который готовил бы мне и моей семье здоровую и вкусную еду гурмана. Вы можете определить, сколько можете потратить на повара, чтобы нанять его на полный рабочий день. Здесь давайте сделаем небольшой пит-стоп и заглянем в нашу вторую секретную штаб-квартиру на берегу океана. Where we're about to walk into is really our second secret headquarters, also known as HQ2. And we use this place. Мы используем этот прибрежный домик только для встреч с нашими клиентами и долговременными партнерами. Это такие клиенты, которые платят нам кто по $9700 в месяц, а некоторые сотню тысяч, да еще и 15% с продаж. Главная цель, ради которой мы приехали сюда, это определить и расписать план достижения того, что мы хотим достичь и иметь на самом деле. И наше видео как раз об этом.
Вот стол, за которым мы общаемся с нашими самыми ценными партнерами и клиентами. Если погода позволяет, сидим во дворике. Вот там-то мы и продолжим нашу беседу. Ну вот, мы с вами уже решили по поводу шеф-повара, ведь вы так же, как и я, хотите лучшего для своей семьи, не так ли? Коль скоро разговор зашел о семье, и если у вас, как и у меня, есть маленькие дети, то вам надо позаботиться об их образовании. Согласитесь, не очень приятно, когда вы постоянно чувствуете себя измотанным необходимостью все время уделять маленьким детям. То есть нужна няня на постоянную работу. Я думаю, что кому-кому, человеку, который воспитывает ваших детей, лучше платить нормальную зарплату, скажем, $80 000 в год. Вы можете иметь свои представления о вознаграждении. 80 000 – это довольно щедрое, но в эту сумму мои дети получают самое лучшее воспитание, какое только возможно. Говоря о расходах на детей, нельзя забывать о школах. Частная школа или колледж, куда бы вы ни желали отправить своего ребенка учиться, не забудьте учесть и эти расходы. Поэтому давайте напишем такую статью расходов, как образование, и впишем туда сумму $50 000 в год. И я запланировал именно столько. Только вписывайте не столько, сколько вы можете себе позволить заплатить, а ту сумму, которая, на ваш взгляд, реально должна быть потрачена на хорошее образование детей. Что же, вот мы позаботились о своей семье. Давайте теперь немного развлечемся. Давайте теперь составим месячный или годовой бюджет на шопинг, на покупки. То есть, это та сумма, которую вы можете потратить на любые самые разнообразные покупки, и все, что только взбредет в голову купить. А пусть это будут классные шмотки или прикольные солнечные очки, да все что угодно, и внесем эту статью расходов тоже в бюджет. Я включил в свой бюджет $5000 на покупки, и вы же можете вписать любую сумму. Не забыли ли мы что-нибудь? Как насчет сходить куда-нибудь и откушать до смешного вкусную еду? Отложим на это, скажем, $100 в день, то есть $3000 в месяц. $100 a day, would that do it? That'd be $3,000 a month, $200 a day, $6,000 a month, whatever you want. Let's put that down, and let's write down the monthly budget that would be. And I'll go ahead and let's say $3,000 a month. Well, no, let's запишу-ка я себе $6000 в месяц на это и назову эту статью расходов «Изысканный ужин». Не буду скупердяйничать. How about $6,000 a month? That's what I'll put down on mine. On your list, you go ahead and write down whatever you want, and we'll put this as the category fine dining for your monthly budget there. So go ahead and write that down. And now, а теперь крайняя, но не последняя статья расходов. Назовем ее игрушки. I know we have a budget for shopping and just fun stuff like clothes and whatever, but this is, to a lot of people, the really important stuff, which is the toys. And this could be your motorcycles, your boat, your jet skis, your four-wheelers, your mountain bikes. Что бы то ни было, скутеры, квадроциклы, коллекции всяких штуковин, горные лыжи, да что угодно, просто назовем эту статью расходов игрушки. Вам нравятся игрушки? Мне тоже. Давайте-ка я отведу на это расход в $5000 в месяц. Итак, мы выписали свои потребности, а теперь давайте составим план конкретных действий, чтобы все это реализовать. Кажется нереальным? Через 5 минут вы так не будете думать за мной. Of action, so you can go ahead and make this happen. Does it sound too good to be true? Maybe, but in about 5 minutes, I'm going to show you how to turn all of this into a reality. So let's go. All right, wow.
Итак, волшебство видеомонтажа позволило нам сразу переместиться в наш план. Видите, 3 колонки. В первой выписаны все те вещи, которые нам нужны. Во второй колонке их полная стоимость. А в третьей колонке разбивка стоимости по месяцам. Помните, мы с вами определились с расходом на родовое гнездо в размере $3 миллионов. Я зашел на сайт, чтобы посчитать, в какой ежемесячный платеж станет обычная ипотека такого дома под 6% годовых на 30 лет. Вы можете использовать любой ипотечный калькулятор, но вот тот сайт, куда я зашел, мне посчитал ежемесячный платеж в размере $17 986 и 52 цента. Следующим в нашем списке хотелок такой средненький кризис автомобиля марки Ferrari. Этакие, знаете ли, модненькие штанишки за 235 тысяч. Давайте-ка еще раз обратимся к калькулятору, которым я все это считал. Your monthly car payment would be $4,434.74. You could probably lease one for less, really, but И калькулятор мне ответил, что если ты возьмешь кредит на 60 месяцев под 5% годовых, то твой ежемесячный платеж составит $4344. Возможно, лизинг будет стоить дешевле. В следующем в нашем списке шикарный отдых. Это $120 тысяч в год. Делим на 12. Ага, математика перед камерой это что-то. Короче, получается $10 тысяч в месяц. Вернемся к нашему перечню потребностей для классной жизни и проделаем то же упражнение по всему списку. Помощник домохозяйка $40 тысяч, делим на 12, получаем $3333 в периоде долларов в месяц. Шеф-повар $8 тысяч, итого $300 в месяц. Няня $6600 в месяц. Образование это $50 тысяч в год, то есть $4100 в месяц. And with the fun stuff, we don't have an annual budget, so I just put the monthly. If you remember, we talked about $5,000 a month. Шопинг, покупки всех этих противных вещичек. Здесь мы годовой бюджет не выписывали, а сразу решили, что это $5000 в месяц. Категория изысканный ужин, мы же должны основать репутацию, чтобы такими боровыми стать фунтов по 300 весом. Это составляет $6000 в месяц. И на игрушки мы отложили $5000. Итак, вы дома, и у вас перед глазами лист бумаги или монитор компьютера с этим списком. On the sheet of paper, right, or in a notepad, or however you want to do it. So you've got your 3 columns. Я понимаю, что вы сейчас думаете, да, это чертовски огромные затраты. Но я сейчас покажу, как мы управимся с помощью силы, называемой сфокусированные действия. That's a lot of money. So let me drive home how much we're going to be spending, but then let me show you how it's going to be really attainable with the power of focused action. So here we go. Я суммировал эти расходы и увидел, что наш ежемесячный чек, выставленный на эту полное приключение, яркую, как рэп в видеоклипе жизнь, составит $70 921 и 26 центов. А теперь я умножу этот ежемесячный счет на 12 и получу счет за год. Я делаю это, не глядя на предыдущую цифру. И мы получаем $851 055 и 12 центов. Эй, парень, это уже совсем ничего, скажет кто-то. И вообще, у меня не один дом мечты, а 50. А вот теперь, чтобы понять, как этого достичь, я разделю эту сумму на 365 дней. Now, here's where this exercise gets really, really good and important in terms of figuring out how to attain this. What I'm going to do now is to get an accurate number of what we need to be focusing on and determine what our actions need to be next. I'm going to divide this yearly amount by 365.
Теперь мы переходим от фантазии к реальности, чтобы понять, как это все обеспечить. И эта цифра составляет 2331 доллар и 65 центов в день. Кто-то может подумать, что 2 с лишним тысячи штук баксов — это большие деньги. И это действительно большие деньги. That $2,300 seems like a lot of money. Well, it seems like a lot of money because it is a lot of money. Like all this really crazy stuff that we might want can get expensive. Эта цифра очень даже достижима, если вы понимаете, что вы делаете, если вы сконцентрированы на своей задаче. Вот посмотрите на эту цифру. Вся звездная жизнь богатых и знаменитых в ней. Все, что вам надо, это получить доход в 2331 доллар и 65 центов в день. Так как же нам достичь ее? Да, очень просто. Надо что-то продавать. Продавать через все каналы продаж, которые нам доступны. We could generate leads by CPA, which is a form of selling stuff, or you could sell your own products. And my firm belief is that there are Мое самое твердое убеждение: заработать хорошие деньги можно только продавая то, что ты сам сделал. Очень трудно заработать хорошие деньги, продавая что-то, что стоит дешево. Поэтому мы будем продавать дорогой товар для тщательно отобранной категории клиентов. Is to find something of extremely high value that we can sell to a highly targeted group of people at a premium price. So let's say with that in mind, that you decide to step up to the plate, deliver as much value as possible. Предположим, у вас есть продукт, который стоит $997. А ведь люди часто покупают вещи такой стоимости, а иногда и в 2-3 раза дороже. Теперь сколько нам нужно продать продуктов стоимостью $997, чтобы заработать 2300? Мы получаем довольно странное число. 2,338 тысячных. Я специально не округляю его. Когда зарабатываются большие деньги, вы должны быть максимально точными, чтобы получить абсолютно верный результат. Таким образом, продавая 2338 копий нашего продукта ценой в $997 каждый день, вы получаете все, о чем мечтали. Дом, клевую тачку и кучу разных прикольных вещей. Я часто вспоминаю, что есть простая пропорция. Если ваш веб-сайт привлекает 100 посетителей в день, и 2 из них покупают, то вы уже у цели. Let's say your website converts at 1%, right? If that's the case, you only need to get a couple hundred visitors a day, and you can do this. And I realize that if someone were to do that and just think in terms of Учтите и не путайте, если вы печетесь о трафике посетителей вашего сайта, то вы думаете не о бизнесе, а о продвижении сайта. Если вы хотите создать вечную бизнес-империю для себя и своей семьи, то не думайте категориями промо. Главный актив вашего бизнеса – это список клиентов. Предположим, что вы не самый крутой маркетолог мира. Ну и что? Да и кто вообще самый-самый-то? И представим, что всего 1 из 100 посетителей покупает ваш товар. Да это же отлично. Исходя из нашего целевого уровня продаж, нам достаточно, чтобы на наш сайт зашли всего 233 посетителя.
233 visitors, right? 233 visitors. Ведь это всего 11 человек в час. Можете себе представить? Всего-то. И это не покупатели, а посетители. А если вы продаете стоящую вещь, это очень реальная цифра. Да-да, все, что требуется для классного дома, крутого Феррари и всего остального, это 233 посетителя в день. To have the dream family estate, the $3 million mega home. To have a Ferrari, okay, if you want to be super obnoxious and go the Tom Selleck Magnum PI route. That's all it takes. Ну, а если вы не хотите быть вызывающе богатым, вы выглядите как тот крутой парень из видеоклипа. Если вам достаточно всего лишь половины этой суммы, хорошо, отрежем половину и получим всего 115 посетителей в день. Да, как нефиг делать. Если мы все сделаем как следует, с должной прилежностью, 115 посетителей в день, это не проблема для нас. Копнем глубже. Для вас и всех посетителей более всего тот единственный, что сделает ваш бизнес, это лид, подписчик на ваш инфопродукт. A subscriber. See, if we shift our thinking from the power of weakness, which is, oh, let's just get 1% здесь мы подходим к пониманию главной вершины на нашем пути к успеху. Это клиент. Тот самый один клиент из 100, который вам это и нужен. А теперь посмотрим с другой стороны. Вы же можете для тех 233 посетителей, что пришли на ваш сайт, вы можете увеличить добавленную стоимость. Так вы можете вступить в переписку с ними. Регулярно общаясь с ними, вы культивируете те взаимоотношения, которые позволяют действительно стать подписчиками, клиентами, предоставляете им ту помощь, что они ищут. Создайте дополнительную стоимость для них. И тогда вы не просто зарабатываете на хлеб, не просто обогащаетесь, а вы строите свою империю, причем это обоюдно выгодный процесс. И что же может быть лучше? Если вы серьезно подходите к этому вопросу, если вы хотите создать для себя актив, этот список ваших истинных соратников, советников, которые будут поддерживать ваш бизнес деньгами. Но, а если вы хотите более подробно узнать о том, как работают все эти чокнутые штучки, про которые я тут рассказываю, так вашим услугам новый продукт List Control, который я выпускаю 15 марта. Но если вы не из любителей постоять в очереди, но при этом хотите гарантированно получить продукт, то записывайтесь через мой веб-сайт. No problem. Somewhere on this page, there's a little opt-in box where you can join the early bird list. And when you do, I'll let you in a couple hours early before the general public. In fact, who knows? I might even surprise you and let you in a couple days early. Right? So, еще раз подчеркиваю, чтобы добиться всего, что здесь написано, вам надо составить четкий и стройный план, вам надо иметь ясную голову и высокую работоспособность. I hope you enjoyed it. I hope you see that no matter what your dream lifestyle was that we've built for you over these past couple of videos, you can do it. You really can attain this. All it takes is just a good, solid plan, some clear-headed, accurate thinking on exactly what you need to do, and then a plan on exactly how to get there. It's a good old-fashioned Причем в этом нет ничего необычного. Здесь действует старый испытанный прием. Говорите себе, ничего страшного, я справлюсь. И в последних секундах это видео я хотел поблагодарить моего наставника, декана Кинга Джексона, Дина Джексона, кто был первым показавшим мне все это. Эти знания революционно изменили всю мою жизнь. Я прошел через все эти
испытаний и достиг всего того, что мы сегодня обсуждали. Что ж, теперь у меня есть Роллс-Ройс, есть шале на берегу океана. Я думаю, что и вам все это по плечу. Ранние пташки, желающие получить релиз моей новой программы «Лист-контроль», записывайтесь на сайте.